Так, и сегодня с нами Рустам. Да. Он перевелся к нам с фермы или сразу сюда устроился? Я сюда сразу устроился. Вот, и у тебя-то уже не первый опыт работы на ферме в Англии. Да, именно это 3-й год. Я работаю 4-я ферма. Менял второй год менял ферму. Это 3-й. Пока, наверное, самая удачная. Ух ты, а на каких-то фермах было можно? В Шотландии на Mains of Lezem и Хейгров в прошлом году, но перевелся на Manor Farm, ближе к Стратфорду, на луг. Но туда лучше не ехать так. Это мы так экспериментально поехали, но лучше на луг не ехать и на овоща. Ну, можно тогда более подробно о каждой ферме, так как-то самые такие ключевые какие-то моменты. Ну, в Шотландии на Mains of Lezem было потому что была клубника на полу, не было условий, очень холодно. Мы еще были возле Северного моря. И так получалось, что летом в пик жары у нас в Украине, например, в Лондоне, было минус 5 градусов. И ты вставал в 4 утра работать в минус 5. В зимней курточке, в перчатки нельзя. В общем, все фигня. По отношению просили перевод на другую ферму, не давали. Фермер очень жадный и хотел отработать все то, что заплатил за нас. Если так расскажу, то каждый фермер заплатил за доступ украинцев на ферму 70 тысяч фунтов. И поэтому он хочет, чтобы мы их отработали. Некоторые фермера позволяют нам уехать, некоторые нет. Вот так вот и получается. Я тебя перебью, а в смысле вот это, что ты сказал по поводу 70 тысяч? Ну, договор с Конкордией, то, что они позволяют украинцам въезжать на фермы, на определенную ферму. Каждый фермер платит 70 тысяч фунтов. За просто, чтобы доступ украинцев был. Как бы, чтобы Конкордия находила нас через агентов ЦСПА, так скажем, и приезжали и пускали туда. Понятно. Вот так вот. Устраивался ты через кого? Через Кирилла Мартыненко. А че смеешься? Ну да, просто. Получается, все 3 раза, что ты попал сюда, ты через него устраивался, да? Да, ну, грубо говоря, да, он был мой агент, он мной курировал. Вот, хорошо. Получается, ты отработал на этой ферме весь сезон. И, ну, сколько ты, получается, отработал месяцев там? Ну, 5 месяцев полных. Вот 5 будет полных через месяцев? 8 дней или получается сколько? Ну да. Да. В смысле, 5 на месяцев. той ферме, за которую первую рассказал? А, за первую я отработал 2,5 месяца и уехал, потому что мне не давали трансфер. Ага. Вот и и всё. сколько получилось заработать за это время? За то время все суммарно чистыми, с большой экономией, это было 3500 фунтов, но это было с зарплатой в 7,60 у нас было тогда, или 7,21, 7,21. На то время 7,21 в час было. А далеко вы от цивилизации были? Нет, мы были в самом городе Абердин. Угу. Ну, а так какие-то плюшки были у вас на ферме, я не знаю, там... Да, плюшки были, возили в магазин, но мы в него не ездили, потому что там всегда места не хватало, эти цыгане. Вот и все. Понятно. Окей. А за вторую ферму можно узнать? Хейгров, да, достаточно хорошая ферма, но если ты приехал работать туда в начале где-то мая, в конце апреля, в начале мая, потому что сезон там короткий и где-то до середины сентября он там длится. Работа по много часов, но лучше будет, если бонусы делаешь. Бонусы делаешь, хорошо оплачивается. А что вы собирали? Клубнику. На подвесную клубнику все нормально было. Я хорошо ее собирал, так как первый год я уже научился на полу собирать ее. А что еще? Там малина. В основном сейчас там малина, как я наслышан. То вот так вот. А лук, ну что за лук рассказывать? Лук есть лук. Лук есть лук. Воняешь, работаешь раком, да и все. Ну, получается, лук вы собираете на открытом поле, наверное, да? Да, погодные условия тебя не волнуют. Но если только сильный дождь, тебя убирают с поля, ты идешь домой. А вообще, да, типа под открытым небом тебе выдают waterproof'ы, то есть дождевики, полностью тебе комплект выдают сапоги, ну и ты работаешь, и все. А в основном так ничего такого нет.
Ну и там адски болит спина, колени. Ну, если пытаешься делать нормы, бонусы, то с колени не то что болят адские, они... А так, да, ну, наш опыт просто с Валентином вот был совсем другой. Мы сидели на ящиках и просто курили бамбук. Ну, я думаю, не у каждого получится, просто нам повезло, реально. Ну, заработать там можно было, да? Ну, в конце сезона, мы были в конце сезона. С 14 сентября по 26 октября, 1,5 месяца. Ну, можно было заработать, но на других фермах получше. То есть там по заработкам только если ты хорошо делаешь бонусы. И только так. Хорошо, с этих 3 ферм, на которых ты был, ты можешь конкретно на какую-то посоветовать ехать, на какую-то нет? Да, могу посоветовать. Вот этот Hellhunter. Могу советовать, но сейчас тут много менеджеров убрали получается, с должности, и кто будет дальше, я не знаю. А вот если поменяются и будут такие, как Моджо, то, наверное, я сюда не буду советовать ехать. Да, ну хорошо, за Hellhunter у нас много хороших отзывов, а по поводу других твоих ферм, на которых ты был, ты можешь их советовать? Понятно, что это сугубо твое мнение, кто-то, кому-то может оно Да, не нравится, но кому-то нет. советую Хайгров, да, можно ехать, но опять же, надо работать, надо стремиться сделать больше. Ну, есть люди, вот, например, я отношусь к ним, которые уже 3-й год работают, и я уже не хочу вылаживаться на 100%, поэтому ищу ходы обхода. Ну, все же на Хайгров ты платишь за стирку, за интернет ты платишь, которого нет вообще априори, ты подключаешься, за свет, за газ, все это ты доплачиваешь. Тут это все совершенно бесплатно, в том числе и Wi-Fi, хороший скоростной Wi-Fi. Ну, лично мое мнение, сугубое мнение, то что с 4 ферм это самое нормальное. И расположение ее географическое, то есть она посередине экватора, то есть с Лондоном более-менее адекватная погода. Даже вот сейчас ноябрь, 21 ноября, погода плюс 8, плюс 7 градусов, это нормально. По мне так это вот эта ферма. Хорошо, а 2-я смена, где была подвесная клубника, что-то не можешь сказать, советуешь, не советуешь? Ну это Хайгров. А, хорошо, 1-я это где лежачая клубника, Да, ты не советуешь? первую не советую, мы за ней вообще забыли и не будем вспоминать. За 2-ю, ну советую, ну людям, которые хотят, ну настроены именно там работать, то есть те, которые уверены в себе, они хотят, пусть туда едут. Но тут все равно получается больше заработать из-за того, что ты длительный срок работаешь. Но если так получается, что на Хайгров ты попадаешь где-то с апреля месяца, конца апреля, и до позднего, получается, сентября, то нормально. А так, то лучше тут. Окей. Так, и хотелось бы немножко узнать о тебе. Как ты вообще решился на такую работу в Англии? Сколько тебе лет? Какое у тебя образование? Мне 21 год. Я решился сюда, как только узнал лет 15 назад, что мой дядя сюда поехал. И у него получилось неплохо заработать. Это старт для тебя в жизни вообще. Если с молодого возраста едешь, неплохой старт. Пошел я именно в аграрный университет для того, чтобы поехать сюда, потому что раньше возможность была ехать сюда только от аграрного университета. Сейчас есть возможность для всех. Образование у меня менеджер, которое я закончил перед отъездом. Как раз этот день я заканчивал, когда уезжал сюда 3-й год. Сейчас я на 2 образованиях. Это агроном и менеджер. И где-то через год я получаю... Ну, просто мне закончить надо магистратуру, и все. Получается, у тебя уже одно высшее образование есть, и через год у тебя будет 2 Да, диплома магистра? Да, 2 диплома магистра. Супер. Еще вроде бы ты как правильным питанием занимался, ходишь Правильным регулярно. питанием? Не, я не занимаюсь правильным Ну, питанием. Это не что-то для я меня. слышала такие умные Не, дискуссии в ну, линиях. Я просто раньше пытался заниматься профессионально спортом, и поэтому я об этом хорошо начитан и обознан. А так сейчас в данной моей ситуации, в данной моей жизненной позиции я не занимаюсь этим. Так, спасибо, дальше.